Добрый день, дорогие друзья! Сегодня необычный выпуск. Сегодня мы будем анализировать технические параметры спортивной лодки Pogo 1250. И мы сделаем это для того, чтобы увидеть, есть ли разница в технических параметрах спортивной лодки и круизеров. И если есть, то насколько велика эта разница. Но сначала давайте познакомимся с теми, кто сделал яхту Pogo 1250. Французская верфь Pogo была основана в 1987 году в городе Кампер. Основатель верфи Кристиан Баролек. Будучи отличным гонщиком, он решил строить лодки для офшорных гонок и круизов с малым экипажем или для одиночек. Первой серийной лодкой стала Pogo 650 класс мини, которая была запущена в производство в 1994 году. В 1999 году Мишель Мирабель выиграл на ней любительскую трансатлантическую гонку Трансквадро Соло. Яхта Pogo 2, которая вскоре заменила Pogo 650, в 2003 году принесла победу в Трансат Эвану Тиману. В последующие годы компания сосредоточилась на проектировании лодок с подъемным килем, а также стала развивать круизное подразделение. Модели Pogo неоднократно получали звание «Яхта года» в различных номинациях. За годы работы верфь построила более 300 яхт мини 650 и класс 40. Яхты Pogo заслужили авторитет делом, неоднократно побеждая в регатах мини Трансат, Трансквадро и других. Архитектурой гоночных Pogo занимается Гийом Вердье, член дизайнерской команды Team New Zealand, победивший в Кубке Америки в 2017 году. Вместе с Pogo Structures он продолжает развивать Pogo класс Mini и, в частности, разработал прототип этого класса на подводном крыле. Разработка круизных моделей верфи отдана архитектурному бюро Finot Kong. Верфь Pogo строит спортивно-круизные яхты и спортивные килевые монотипы. В модельном ряду компании 9 моделей длиной от 6 до 16 метров. Производственная площадка Pogo Structures находится в городе Комбри на побережье Биская и насчитывает площадь около 6000 квадратных метров. В компании работает более 70 специалистов. Яхты Pogo легкие и технологичны. Каждая новая модель подтверждает основную концепцию компании – постоянное инновационное развитие. Гоночные модели Pogo давно и объективно лидируют в своих классах. Круизные модели вобрали в себя опыт верфи по созданию выдающихся рейсеров и привлекают клиентов надежностью, ходовыми качествами и практичностью. Итак, Pogo 1250. Яхта разработана дизайнерами Finot Kong. Pogo 1250 – спортивная лодка. Тем не менее, лодка имеет на борту некоторые удобства, например, камбуз с газовой плитой. Разработано 7 вариантов внутренней компоновки. Материал корпуса и палубы – Fiberglass Sandwich. Лодка непотопляема. Это обеспечивается применением специальной пены и водонепроницаемыми аварийными отсеками в носовой и кормовой частях лодки. Водонепроницаемая раздвижная дверь. Открытая кормовая часть обеспечивает немедленный дренаж из кокпита в случае, если волна накроет кокпит. Корпус весьма прочен, все переборки конструктивно интегрированы. Плоская форма корпуса оптимизирована для глиссирования. Лодка имеет композитный киль, поворачивающийся назад. В этом варианте осадка составляет 3 метра и 1,2 метра со сложенным килем. Именно этот вариант мы и будем рассматривать. Доступен вариант с фиксированным килем. В этом случае осадка составляет 2,2 метра. Управление румпельное. 2 пера руля, каждое наклонено к подветренной стороне. Карбоновая мачта без ахтерштага, что позволяет нести грот типа Square Top, у которого верхняя часть паруса с помощью сравнительно короткого штока растягивается почти перпендикулярно мачте. Благодаря этому заметно возрастает рабочая площадь паруса и эффективность его использования даже при относительно слабых ветрах. Подобное решение пользуется особой популярностью на гоночных лодках, поскольку позволяет нести паруса большей площади без увеличения высоты мачты. Все органы управления находятся в кокпите, в том числе и управление выдвижным бушпритом. Двигатель дизель Volvo Penta 30 лошадиных сил, двухлопастной винт. Цены в районе 300 тысяч американских долларов.
Основные размерности. Длина корпуса по палубе 41,1 фута. Длина корпуса по КВЛ 41,1 фута. Обратите внимание на то, что длина корпуса по ватерлинии равна длине корпуса по палубе. То есть лодка имеет вертикальный форштевень. В последнем выпуске «Ямайский ром бургундская ваниль» мы как раз говорили о таком способе увеличения скорости яхты. Ширина корпуса максимальная 14,76 фута. Осадка 9,84 фута. Осадка с убранным килем 4,59 фута. Водоизмещение 12125 фунтов. Площадь парусности 1151 квадратный фут. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Цель сегодняшнего выпуска – увидеть, насколько технические параметры гоночной яхты отличаются от технических параметров круизера. И было бы логично сравнивать значения показателей не только со значением эталона идеального круизера Джона Холтропа, но и со значениями реальных лодок. Поэтому в этом выпуске я добавил еще один элемент – это белая полоска вверху индикатора. Это диапазон значений данного показателя для первых 10 лодок из рейтинга «Идеальный круизер». Для тех, кто только что присоединился к нашему каналу, хочу сказать, что этот рейтинг обновляется в каждом выпуске, и увидеть его можно будет чуть позже в этом видео. Итак, фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для ПОГа 1250 значение фактора энерговооруженности равно 35,2. Это значительно больше эталонного значения. Добавим плюс к условному драйву. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 78,48 значительно меньше эталона и говорит о том, что лодка очень относительно легкая. Добавим плюс к условному драйву. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для ПОГа 1250 значение равно 12,68. Это значит, что комфорт принесен в жертву скорости. И для монохолов иначе нельзя. Чтобы что-то увеличить, нужно что-то уменьшить. Добавим плюс к условному драйву. Риск опрокидывания. Критическим считается значение 2 единицы. На индикаторе это значение помечено красным флажком. Значения меньше 2 считаются хорошими. В нашем случае значение равно 2,49. Это много больше, чем у эталона и превышает критическое значение в 2 единицы. Плюс к условному драйву. Фактор балласта. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению и является одним из показателей остойчивости. Значение 36 находится в диапазоне значений, характерных для круизных лодок. В данном случае предпочтение отдано остойчивости веса. Добавим плюс к условному комфорту. Стройность корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине и характеризует относительную ширину корпуса. Для ПОГа 1250 значение равно 2,78. Корпус очень относительно широкий. Это плюс к условному комфорту. Проектная скорость корпуса. Для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. В нашем случае скорость корпуса равна 8,58 узла. Это больше, чем у идеального круизера. Плюс к условному драйву. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для ПОГа 1250 значение равно 1,398.
Это очень большое значение и означает, что лодка имеет более чем достаточно парусов для своего водоизмещения. Это плюс к условному драйву. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Для нашей лодки значение равно 373 3,25 фунта на фут в квадрате. Значение значительно меньше эталонного. И это еще один плюс к условному драйву. Период бортовой качки. Чем остойчивее судно, тем меньше у него период бортовой качки. У валких судов большой период бортовой качки, у устойчивых малый. В нашем случае период равен 1,57 секунды. Значение значительно меньше эталонного. Добавим плюс к условному драйву. Показатель остойчивости. Остойчивыми считаются лодки со значением до 1 единицы. Валкими со значением более 1,5 единиц. Значение 35 означает, что лодка очень остойчивая. Плюс к условному драйву. Ускорение бортовой качки. Значение до 0,06 G – это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинаются недомогания. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для Пога 1250 значение ускорения бортовой качки равно 0,51 G. Значение располагается далеко в зоне недопустимых значений. Это спортивная лодка, скорость превыше всего. Это плюс к условному драйву. Подведем итог по Пога 1250. Как я уже говорил в начале, главная цель выпуска – это увидеть, насколько сильно отличаются технические показатели круизера от технических показателей гоночной яхты, которые являются Пога 1250. Давайте еще раз пройдемся по техпоказателям. Фактор энерговооруженности значительно выше эталона и значений для 10 первых яхт в рейтинге «Идеальный круизер». Далее для краткости я буду говорить белый диапазон. Фактор водоизмещения значение также далеко как от эталонного диапазона, так и от белого диапазона. Фактор комфортности значение минимально и далеко от обеих диапазонов. Риск опрокидывания далеко за критическим значением в 2 единицы. Фактор балласта попадает в диапазон эталона и в белый диапазон. Стройность корпуса. Корпус значительно шире эталона. Значение не попадает в белый диапазон. Фактор скорости очень большой и не попадает в оба диапазона. Момент инерции очень маленький и тоже не попадает в эти оба диапазона. Период бортовой качки очень маленький и не попадает в оба диапазона. Показатель остойчивости также очень маленький и также не попадает в оба эти диапазона. Значение ускорения бортовой качки лежит далеко от привычных нам значений для круизных лодок. Совершенно очевидно, что технические показатели круизера очень сильно отличаются от технических показателей гоночной яхты. И это логично и обусловлено предназначением этих лодок. Если нужна скорость, то приходится жертвовать комфортом и в какой-то степени безопасностью и наоборот. Вполне предсказуемо, что в рейтинге «Идеальный круизер» Пога 1250 набирает 5,23 балла и занимает последнее 25 место. Пога 1250 это хорошая гоночная лодка, но вряд ли это хороший выбор для семейного круизера. Хочу обратить ваше внимание на то, что данный рейтинг не говорит о том, что какая-то лодка хуже, а какая-то лучше. Этот рейтинг показывает лишь то, насколько та или иная лодка соответствует концепции идеального круизера Джона Холтропа. При выборе конкретной лодки стоит руководствоваться в первую очередь ее показателями. Стоит сравнивать не значение рейтинга, а значение показателей. Итак, на первой странице рейтинга Halberg Classic 42F Mark II, Pacific Seacraft Krylok 44, Baba 40, Island Packet 40, Colvik Victor 40, Trintella 4, Sirius 40 DS Twin Kill, Cherubini 44 Catch, Nautica 40 и Trintella 57A. На второй странице
Наутикат 331, Амель Супер Мараму 2000, Шхуна Черубини 48, Хабер 34 С4, Халбер Краси 40 С, Гарсия Exploration 45, Вэрэл 47.2, Муди Дексалон 41, Бавария 42, Бенито Ашианис 40 CC. Все страницы рейтинга можно будет увидеть в очередном выпуске «Ямайский ром, бургундская ваниль». Благодарю зрителя канала Константина Сухова за предложение рассказать о Pogo 1250. В следующих выпусках мы с вами продолжим знакомиться как с классическими моделями, так и с современными. Несколько следующих выпусков также будут подготовлены по предложению зрителей канала. Не пропустите. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Обращаю ваше внимание то, что на канале мы рассматриваем серийные монохолы длиной до 50 футов включительно. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Идеальный круизер.